Когда у человека ивент, он до сих пор не спал. What time is it? 10:20. Go to bed. Everything will be okay, everything will be good. Go to bed, you need to rest. Я долго пыталась понять, ведет Алмер за собой или следует. Потому что мы, когда только познакомились с Алмером, меня восхитило реально, с каким восторгом он говорит о своем образе жизни, о своих целях, о том, что его восхищает. В общем, столько света было в его глазах, и за этим светом реально хотелось идти. Но в Бразилии уже мы встретили достаточно людей, которых Алмер слушал с таким восторгом, и после общения с которыми мне казалось, что его разворачивает на 180 градусов в его жизненных ориентирах. И как так, вроде бы ты лидер со своей точкой зрения, там, идешь за собой, а тут бац, и так резко, так просто меняешь свое мнение, Но в то же время эти люди, они также восхищались его энергией, говорили, что встреча с Алмером изменила что-то в них самих, И я поняла, что в отсутствии показать свою слабость, свое незнание чего-то, и есть его сила. Алмер, он не боится раскрыться перед людьми, он не притворяется, и люди видят это и доверяются ему. Они раскрываются перед ним, а главное, перед самим собой, как вот это сделала я, как это я делаю каждый день. Это меняет их отношение, меняет мое отношение к себе самой, к своим установкам. И эта огромная трансформация, она помогает начать жить той жизнью, которой я реально заслуживаю, которой я хочу жить, и я могу жить этой жизнью. Наверное, за это и я люблю его, не люблю его, я люблю то, какая я становлюсь с ним. И я понимаю в то же время, что я настолько самодостаточна, я и без него справлюсь, но то, что он мне помог понять это, я очень благодарна ему за это. И я думаю, также все эти люди благодарны ему как раз то, что он дает им понять, то, что они заслуживают жить жизнью, той жизнью, которой они хотят, и он показывает на своем примере, что все возможно, не нужно, нет никаких препятствий к этому. Просто делай то, что хочешь, живи так, как хочешь, и будь счастлив. Алмер, помимо своих знаний, решил подарить участникам ивента какой-то новый опыт, то, что его самого вдохновляет, чтобы они почувствовали какие-то новые ощущения на себе. И он пригласил 2 спикеров. Первый спикер это была Даола, по-моему, так называется, женщина, которая помогает роженицам. Казалось бы, что может такого дать Даола участникам ивента, 80% из которых вообще мужчины? В общем, теоретическую часть я, естественно, не поняла. Она долго что-то говорила, рассказывала, все ее слушали. А вот практическая часть, я поучаствовала в ней, мы танцевали. И там была специальная музыка какая-то, и типа того, что двигайтесь так, как подсказывает вам тело. Не стесняйтесь, и главное правило, не судите себя, не судите других, расслабьтесь и просто двигайтесь, двигайте бедрами. И что удивительно было, что мужчины там, такого творяли. И для меня это было сюрпризом, потому что у нас мужчины как-то редко танцуют, тем более так эмоции. И потом они еще и делились всем, что они почувствовали Во время этого танца как будто входишь в какой-то транс. Что этому способствует? Это специальная музыка или эти движения, я не знаю, или просто то, что коллективный такой, какой-то шаманский обряд, я не знаю. В общем, что я почувствовала? Сначала, да, я какая-то была зажатая, как-то как это,
двигаться-то непонятно. А потом так, шаг за шагом, немножко расслабилась. В общем, танцевали, музыка менялась, то увеличивала темп, то уменьшала, то была такая звериная какая-то. В конце, уже когда вот это все мы потанцевали, она сказала, типа, ложитесь на пол, дышите. Вот мы легли на пол, дышим, как бы тоже это музыка, она что-то говорит по-португальски. И я не знаю почему, но у меня в голове возник образ Ульяны, моей племяшки. Перед моим отъездом приехала ко мне моя сестра и с дочкой своей. Мы ходили в антикафе, типа, когда платишь за вход и просто играешь там на столочке. Мы тоже танцевали под, как это называется, PlayStation. И вот под конец этой вечеринки, когда мы уже собирались домой, я начала одевать Ульянку, и Ульянка там начала капризничать, типа, я не хочу домой. Я говорю, почему, типа, почему не хочешь домой? Я говорю, потому что если я уеду, ты тоже уедешь. А я не хочу, чтобы ты уезжала. И я расплакалась в тот момент. И вот мне вот эти вот слова вспомнились. И тут я тоже расплакалась. И такая прям, не знаю, почему вот этот танец разбудил во мне вот эти все чувства, переживания. Я поняла, что я очень скучаю по семье, по моим родным. И потом в конце тоже, когда все это закончились, ребята делились своими впечатлениями. И мужчины именно, они делились эмоциями, плакали. Такие вроде бы мужчины большие, бородатые, но они плакали. Блин, как оказывается, насколько отличаются русские мужчины и бразильцы, что они реально такие открытые, могут поделиться своими эмоциями. Прям волшебно, интересно. Второй спикер, это был шаман. Сначала подумала, типа, он будет говорить там что-то на португальском, я ничего не пойму. Он сказал, мне ничего не надо понимать, просто мы сели в такой, типа, форму пирамиды, 4 человека друг напротив друга. Типа, просто дыши через рот, глубоко вдох и выдох через рот. И все, нужно было закрыть глаза, я вот закрыла глаза, и началась эта шаманская музыка, он там что-то подпевал, эти шаманские ритмы, разные музыкальные инструменты. И, короче, реально, без всякой айаваски на этот раз я вошла в транс. И я не понимаю, как это происходит. Никогда не верила в это все, реально никогда не верила. Как это можно с помощью музыки ввести в транс? В общем, я просто сижу с закрытыми глазами, и у меня текут слезы, и у меня какое-то такое... Просто опять я начала погружаться в себя, без всяких там препаратов на этот раз, без айуаски. Надо рассказать предысторию. Он задал вопрос, типа, всем, что вы хотите от этого ивента, вообще зачем вы сюда приехали? И каждый там по очереди что-то говорил. И тут до меня очередь доходит. И я говорю, я ничего не понимаю по-португальски, поэтому от ивента я ничего не жду. Я просто здесь, чтобы помочь тебе, поддержать. Это типа твой первый ивент. Теперь уже возвращаюсь к этому обряду шаманскому. Когда шаман вводил нас в транс, и у меня возник этот вопрос, типа, для чего я здесь-то? Я поняла, не для чего я на ивенте, я поняла, почему я вообще встретилась с Аумером, почему я вообще с ним сейчас. Я реально стала осознавать, насколько как сильно я давлю на себя. Поняла, почему я ищу все время вот этого вот признания. Даже от партнера я хочу, чтобы вот именно мне постоянно говорили, что меня любят. Я потому что сама себе все время говорю, что я недостаточно в чем-то, во всем. Я недостаточно хороша, недостаточно красива, недостаточно умна, недостаточно работаю, как бы мне нужно больше делать, проявлять себя. И вот, в общем, я себя все время сужу, осуждаю, все время давлю на себя. Все осознание, насколько я себя не ценю, пришло ко мне в 33 года. И этому всему мне, до всего этого мне додуматься помог Алмер. Никто другой, только он. Того, как он приехал в Россию, он не мог приехать в Россию, мы общались просто там посредством мессенджеров.
И он меня спрашивал там, как день прошел. Я такая, в смысле как? Ну, на работе была. Типа, ну нет, расскажи больше, типа, что там? Я говорю, вот там тот клиент, там тренировки, тра-та-та. Нет, мне не интересно там, с кем ты тренировалась, кто там, мужчина, женщина. Мне интересно, что ты чувствовала. И я такая, блин, в смысле, что я чувствовала? Что я чувствовала, когда я тренировала там вот этого вот человека? Что я чувствовала, когда я ехала домой или когда я принимала свой завтрак? Мне сначала это так бесило, типа, что за, блин, что я чувствовала? И сейчас я реально понимаю, что я никогда не задумывалась о своих чувствах, о своих переживаниях. Я как бы жила вот так вот. Типа, мне надо сделать это, надо сделать этого. А о том, что я чувствую, что я хочу, что мне не хватает, что меня тревожит, я никогда об этом не задумывалась. И именно он научил меня слушать саму себя. И я понимаю, что я настолько благодарна ему за это. Я периодически психую на Алмеру, думаю, что он чересчур там эгоист, там иногда думает только о себе. Но я понимаю, что я думаю только о других, а о себе я вообще не думаю. И вот это все ко мне пришло, как бы приходит только сейчас. И я думаю, что вот этот вот шаманский как бы обряд, вот один на один с собой ты можешь подумать, ты можешь осознать, что внутри творится-то, ты можешь услышать свои мысли. Нет вот этого гула, который мешает тебе понять твое состояние, твои нужды, твои переживания. Ты как бы переживаешь вот так, как на поверхности психуешь, но вопрос у тебя не решается. А вот когда я находилась в этом трансе, реально вот эти вот мысли до меня дошли, как весь вот этот гул непонятный рассеялся, и я говорила сама с собой. Я плакала, блин, как я много плакала, именно потому что мне так жалко было себя, что я настолько давлю на себя, столько на себя беру груза. И я в этот момент говорила только слова любви именно себе, потом слова благодарности Алмеру, что он дает понять мне это, насколько мне этого не хватает. Ну, вот, наверное, и все, что я хотела сказать. Может быть, и не все, что хотела сказать, но то, что сейчас вот со своими эмоциями, которые у меня реально переполняют меня, что мой мозг дал выдать мне на камеру. А сейчас у нас по плану завершающий этап, лодка. Не знаю, что там будет на этой лодке. В общем, будем веселиться.